Друзья мои, доброе утро. За кадром она, Ольга Николаевна. Сегодня мы готовим с вами завтрак. Сегодня 23 мая. Сейчас я покажу, что я уже здесь приготовила. Вот такой омлетик, овощной омлетик. Сейчас мы встретимся и будем дегустировать. Это брокколи, это желтый перчик, это укроп и взбитое яйцо. Ну, то есть вот такой овощной омлетик. Сейчас я уже даже его отключаю. На обед я вам покажу сразу, что у меня вот такой вот борщ, со свеклой борщ, овощной. То есть у меня и завтрак, и обед, и, естественно, бывает ужин, но такой как бы более немножечко такой облегченный. Сейчас я с вами отключусь, перенесусь на рабочий стол, и мы с вами будем дегустировать, общаться. До встречи. Еще раз доброе утро, друзья мои. И сегодня мы встречаемся за завтраком. Я уже вам показала начало приготовления вот такого омлета. Омлет овощной, брокколи, повторю, брокколи, желтый перец, укроп, ну и яйцо. То есть овощной омлет. Всем приятного аппетита. Кто со мной завтракает, кто собирается завтракать. Кто уже позавтракал, тому хорошего дня и хорошего настроения. Так, значит, к омлету я взяла небольшой хлебец. Вот такой вот подсушенный хлебец. Он продается, сейчас я покажу. Здесь у меня укропчик, здесь у меня огурчик. Вот, немного сметанки. Сметанка вообще 10% жирность. Ну, то есть не жирный, хочу сказать. Хлебцы у меня вот такие. Вот такие хлебцы. Вот. Я иногда такие покупаю, иногда другие, иногда ржаные. Ну, то есть, когда какие. Здесь у меня чашечка кофе. Здесь у меня водичка. Как всегда, водичка обязательно. Здесь медок. Медок мы обязательно с вами попробуем. Ну, естественно, финики. Финики. Все. И приятного аппетита. Ну, с вами хочу сразу поделиться. Значит, вы мне говорите, что много сахара вредно. Да, я знаю, сахара много вредно. Это белая смерть. У нас так говорят в простонародье. Ну и многие даже диетологи так говорят. Как бы принято это обозначать, что сахар очень вреден. Да, сахарозаменитель, вы говорите. Я знаю, что сахарозаменитель есть такой продукт, который многие, но я думаю, все-таки это больше кто, уже немножечко страдает с сахарным диабетом. И они как-то, я слышала, что да, сахарозаменитель используют вместо сахара. Я как-то для интереса покупала даже такую упаковочку. Ну, вы знаете, там, значит, такой этот механизм, что вы по таблеточке можете отщелкивать. Вот. По вкусу он мне, кстати сказать, не понравился. Ну, может быть, он и не должен нравиться, потому что все-таки это заменитель. Немного мне показалось, даже он горчит. Но, конечно, если он вреден и если его рекомендуют доктора, то, возможно, это и нужно употреблять. Но я со своей стороны не так давно прочитала информацию, что сахарозаменитель ни в коем случае нельзя употреблять, он очень вреден. Понимаете? Вот так вот я прочитала такую информацию. Я, конечно, особенно его не употребляла.
не занималась этим, не изучала вред и пользу от этого, но все-таки как бы информацию такую прочитала, и так она у меня отложилась. Не подготавливалась к этой речи, но все-таки вот так вот у меня осталось в памяти. Поэтому пока что я как бы поменьше конфет. Я конфеты, вы знаете, очень любила и люблю. Поэтому я их немножечко так отодвинула на задний план. Ну вот мед. Мед у меня присутствует. Ну, финик, сухофрукты какие-то, да. Там, ну, в общем, у меня есть сухофрукты. Вот. Ну, вот такие, вот немного об этом я вам сказала. Так, и приступим. Приятного аппетита. А то у нас же все с вами остывает. А нам нужно есть, пока это все свежее и вкусное. Сейчас я порционные кусочки сделаю, и мы с вами продолжим. Вот таким вот образом. Про вчерашний день я вам хочу сказать. Вчера у нас в Петербурге был дождь. Правда, не с самого утра. Примерно во второй половине дня дождь начался. Такой какой-то, в общем, непонятный. Вроде как и ненадолго, но погода поменялась. Если с утра был дождь и как будто обещано было, ну так, погода обещала, по крайней мере, что будет хороший день, то во второй половине все поменялось. И тучки набежали, и стало пасмурно, и, в общем, все такое прочее. И, конечно, дождик. Но, хочу сказать, температура не очень-то опустилась. То есть тепло было все-таки, даже что и прошел дождь. Сегодня не знаю, какая будет погода, не могу сказать. По поводу тоже же вчерашнего дня расскажу, что не удалось мне никуда сходить по своим особенным там планам и делам. Как я уже вам сказала, пришлось побыть с внуками. С одним побыть, другого со школы встретить, ну, что-то приготовить, как всегда. То есть вот так вот. Сосиски в тесте, хочу им сказать, вам готовила. Пюре, сосисочки в тесте. Тесто осталось, сделала булочки. Такие, как бы с чесноком, с кунжутом. Ну, чеснок, конечно, после выпечки, значит, измельчила и немного подсолила. Подсолнечное масло, это сверху. А кунжут сразу на макушечку сделала. Ну, в общем, вот так вот. То есть день прошел таким вот образом. Сегодня планы, думаю, что уже свои будут планы. Потом отчитаюсь. Загадывать не буду. Вот такие дела. И хочу поделиться, не скажу, чтобы датами, так немного. Дат много. Может быть, они не совсем так, ну, интересны всем. Но скажу более такие позитивные. Сегодня день черепахи. Да. День ириски. Вот так вот. Вот такие более позитивные празднички. И если касаемо Петербурга, то хочу сказать, что 20 лет назад, уже представьте, 20 лет назад мы отмечали 300-летие Петербурга. Начинался этот праздник. У нас есть Ледовый дворец, это метро проспект Большевиков. Вот, значит, в Ледовом дворце начинался этот праздник с концерта. Да, куда были приглашены ветераны города, гости города, делегации определенные по приглашению. И с концерта в Ледовом дворце начиналось это празднество, этот праздник. Да. Почему я знаю? Так как бы так немножечко мне это близко, потому что до того, как я
в другой район переехала, я жила там, в Невском районе. Это находится в Невском районе. Так что вот так вот. Немножко рассказала историю такую прошедшую. А сегодня мы с вами завтракаем. Завтрак у нас такой немножко сытный. А, кстати, хочу сказать, белок нам всем необходим. И даже, знаете, вот такой вот, как бы, если у вас признак нехватки белка, то это сразу видно по ногтям. Ну вот если на руках ногти мы обратим внимание на ногти. И если у нас, значит, такие в длину полосочки появляются на ногтях, то это признак нехватки белка. Ну а белок — это, естественно, первое, что мы можем как бы так вот вспомнить, что это яйцо. Конечно, белок и в других продуктах есть. Ну, по крайней мере, вот завтрак, вот он уже полезен будет нам по этой причине. Ну, так вот, да, да. Что-то еще хотела сказать. Ну, еще такая новость у нас в Петербурге. Лоси просто ходят. Ходят по дорогам, пешком, ну не по центру города, конечно, где проложены трассы, там между городами, поселками Ленобласти, да, предупреждают, чтобы осторожненько ехали, внимательно. Вот так вот. И самое еще интересное, я сегодня услышала, что если вдруг вы гуляете в лесу и стараетесь, увидите лося, не подходите близко, потому что у них как бы сразу, ну, такое впечатление, что осторожно они. В общем, вы подумаете, что можно подойти там и как-то поближе, и ничего плохого не будет. Нет. Они могут так ударить ногой, они же отбиваются ногами, удар очень сильный. Вот. Поэтому лучше не подходить. Они могут дать отпор, видя в этом, в вас, видя какую-то опасность. И поэтому, если уже так получилось, то постарайтесь сделать так, что, ну это совет такой, что вы очень крупные фигуры, то есть не мелкий человек против лося, а знаете, если курточка или что-то, прям порекомендовали снять курточку, поднять над собой и сделать из себя такую более крупную фигуру, чтобы, ну, в общем, какой-то страх у лося появился. Вот такая рекомендация. Ну, это так, позитивненькая. Вот и все. Наверное, я буду заканчивать. По вашему вниманию не буду много занимать. Так, немного рассказала о том, о сём. Что-то еще у меня сегодня произойдет. Я уже буду тогда с вами завтра отчет держать перед вами. Сегодня я еще, знаете, могу добавить, и добавлю, наверное, сейчас же каштаны цветут. Такие необычные деревья, ну, как мне кажется, необычные. По крайней мере, мне нравится, как они цветут. Знаете, такой у них цветок, и он не как обычно кисточка вниз, да, вниз направлена, ну, так, как будто спадающая, то здесь как столбик стоит, как свеча стоит. Вот это соцветие именно каштана, как цвет, как свеча. То есть вверх стоит. Так интересно. Я вот сняла небольшое, значит, ну там вставочку, специально сделаю. Вам покажу.
Вот. Ну, кто не видел, кто видел. В общем, очень-очень интересно. Ну и вообще, хочу сказать, я знаю, что каштаны жареные, кушают и говорят очень вкусные. Я ни разу не пробовала. Но не против бы и попробовать. Вот так вот. Если уж мне удастся какой-то, ну, плоды какие-то собрать и вдруг их пожарить, то я тоже с вами поделюсь. Но не обещаю. Это просто так вот как бы на заметочку себе взяла. Что вот, пожалуйста, дожила до таких лет, а каштаны жареные ни разу не пробовала. Как они хороши, плохие ли, что они напоминают и так далее. Очень хочется узнать. Да. Ну, может, кто-то знает, еще мне и напишет, и скажет, и все. Как бы я уже буду знать, к чему мне готовиться. К приятному или не очень. Вот так вот. То есть, ну, вставлю. Посмотрю, вставлю, значит, вот этот вот небольшое видео, как я сняла каштаны. Ну и сегодня, наверное, я с вами попрощаюсь. С вами на канале была Анна Ольга Николаевна. Всем здоровья, благополучия, хорошего дня. Всем нам мирного неба. Подписывайтесь, ставите лайки, дизлайки, комментируйте. Буду очень рада и счастлива. И, пожалуй, до встречи. Друзья мои, а это снова я. И решила вам показать цветущий каштан. Вот так вот немного трясутся руки. Ну вот я хорошенько увеличила вам. Это каштан. Кстати, очень красиво цветет. Эта кисточка поднята вверх, стоит как столбик. Соцветие очень интересно. Вот таким вот образом. Здесь вообще все зелень, зелень, зелень. Зелень, небо голубое. И вот этот вот дерево каштан. И, наверное, мы дождемся, когда будут плоды. И мы увидим эти плоды. Но я надеюсь. Сейчас всем чистого неба, всем хорошего дня. С вами на канале Анна Ольга Николаевна. И всем здоровья.